Как же мне превратить себя в идеальную пару для свидания? Если ты ответишь на этот вопрос, у тебя не возникнет никаких проблем с ответом на предыдущий вопрос. Это звучит примерно так. Чего я хочу от партнера? Если бы я предложил партнеру все, что в моих силах, кем бы я был, ты должен поработать над этим сам. Задай этот вопрос прямо сейчас. Просто задай его. Просто спроси себя. Хорошо, я должен быть именно тем человеком, которого хотели бы женщины. Хорошо, а чего же они хотят? Будь чистым. Это неплохое начало для начала. У тебя достаточно хорошая физическая форма. Ты такой здоровый, продуктивный, великодушный, честный, готовый отложить получение удовольствия. Итак, ты танцуешь с женщиной. У меня возникает вопрос, что она делает? Чем вы двое занимаетесь? Это уже вошло в привычку. Вокруг тебя происходят какие-то странные вещи. Вот в этом-то и заключается музыка. Во всем есть свои закономерности, закономерности бытия. Вот это и есть та самая музыка. А теперь скажи, можешь ли ты привести себя в соответствие с образцами грациозного поведения? Именно это она сейчас и проверяет. А потом не мог бы ты проделать то же самое с ней? А потом не мог бы ты сделать это в игривой и внимательной манере и держать свои окровавленные руки при себе хотя бы минуту? А ты умеешь танцевать в игривой манере? Это похоже на то, что ты можешь пережить все это в своем воображении, и ты знаешь, ты все поймешь. А потом ты думаешь, как далеко я нахожусь от этих вещей. И обычно ответ звучит так. Чувак, тебя отделяет от этого идеала довольно ужасная пропасть. Но чем усерднее ты будешь работать над тем, чтобы предложить другим людям то, в чем они нуждаются и чего хотят, тем больше людей выстроится в очередь, чтобы поиграть с тобой. Так вот, это неправильный вопрос. Он звучит примерно так. Как я могу быть самым лучшим партнером из всех возможных? А потом ты думаешь, если я так поступлю, люди просто воспользуются мной в своих интересах. И это самое ненаивное возражение, не так ли? Потому что наивный человек говорит, я буду хорошим, и все будут хорошо ко мне относиться. Это похоже на то, как циник говорит, нет, я буду вести себя хорошо, и кто-нибудь вытащит меня отсюда. А потом ты думаешь, что же тебе делать с этим возражением? И ответ заключается в том, что ты принимаешь этого внимания. И именно поэтому ты должен быть таким, в чем же дело, нежным, как голубь, и мудрым, как змея. У меня такое чувство, что я знаю, что в тебе полно змей. Я точно это знаю. Может быть, я знаю об этом больше, чем ты. Но мы все равно будем играть. Мне казалось, что я часто проделывал это со своими клиентами. Так вот, многие из них приходили домой с работы, говорит этот парень, а их жена встречала их у дверей, и сразу же начиналась драка. Ты знаешь, и это приводит к столкновению, потому что он приходит домой усталый, голодный, он проработал весь день и надеется, что его встретят радушно, когда он вернется домой. Но ведь жена дома, она весь день провела с детьми, устала и проголодалась. И она надеется, что когда он вернется домой, он выкажет ей хоть какую-то признательность за то, что произошло сегодня. А потом они ссорятся, и тогда им обоим нужно обсудить проблемы, потому что у них были свои неприятности в течение дня. И вот каждый раз, когда они собираются вместе, у них не возникает ощущения, что это небольшая ссора в течение 20 минут, а потом весь вечер идет на смарку. И вот тогда ты думаешь, хорошо, вот в чем дело. Стоит только постучать, и дверь откроется. Хорошо, ты сам выбираешь, что будет, когда ты придешь домой, но ты должен понять, в чем дело. Так что вот в чем дело. Ты должен относиться к себе должным образом. Ты представляешь себе, что возвращаешься домой, и все идет так, как ты хочешь и в чем нуждаешься. Хорошо, а на что это похоже? Ты получишь все это, но ты должен знать, что это такое. А на что же это похоже? И ты думаешь, хорошо, я хочу вернуться домой. Я хочу быть счастливым от того, что возвращаюсь домой. Я возвращаюсь домой. Я открываю дверь. Я говорю, привет, милый, я дома. Моя жена говорит, привет, мне так приятно слышать твой голос. Она подходит ко мне и говорит, привет, дорогой. Она обнимает тебя. Она спрашивает, как прошел твой день. А ты говоришь, давай посидим и поговорим об этом. Как у тебя прошел день? Давай посидим и поговорим об этом. Тебе не нужно чего-нибудь поесть? Наверное, так оно и есть. Давай пойдем посидим и поговорим о том, как прошел наш день. Мне кажется, что это звучит довольно заманчиво. Хорошо, это звучит довольно заманчиво. Возможно, это и не совсем идеально. Это звучит чертовски намного лучше, чем то, что мы делаем сейчас. Так как насчет того, чтобы пойти и поговорить с твоей женой. Скажи, хорошо, вот что происходит, когда я прихожу домой. Я бы хотел, чтобы все было как можно лучше. Чего бы ты хотел, чтобы произошло, если бы ты мог получить то, чего хочешь? И вот она садится и думает, хорошо, а если он вернется домой, чего бы я хотел, чтобы произошло? И вот теперь у тебя появилось два видения, и ты спрашиваешь, чего бы ты хотел. А ты послушай меня внимательно. И она спрашивает, а чего бы ты хотел? И ты рассказываешь ей об этом, а потом думаешь, хорошо, а теперь мы можем объединить эти видения воедино. Так что мы оба не только получаем то, чего хотим, но и благодаря тому, что мы объединили их воедино, мы даже получаем больше, чем хотим. Кто бы не согласился на это, если бы у них не было ровного счета?
круто. И это так волнующе. Это ни в коем случае не является компромиссом. Это объединение идеалов, которое даже делает идеал еще лучше. А потом ты сможешь вернуться домой. А кроме того, есть еще одно правило, которое согласуется с этим, а именно, пожалуйста, дорогой, будь так добр, позволь мне поступить глупо и плохо. Я учился этому по меньшей мере 20 раз. И я предоставлю тебе такую же свободу действий.